Ласкаво прошу до мене в сад. Я Світлана, і сьогодні я вам пропоную прогулятися разом зі мною по саду, який я створила своїми руками. Саду 6-й сезон начался, и я покажу вам, какой он в марте 2025 года. Сегодня 20 марта. Видео выйдет завтра утром. Расскажу вам, какие работы мы делаем, сделали в процессе, чем занимаемся. Покажу, как перезимовали розы, рододендроны и отвечу на вопросы, которые навеяло прошлое видео. Обрезка роз, что не так? Много замечаний к моей обрезке. Но хочу вам сразу сказать, я в начале видео предупредила, так обрезаю я. Объясню причины и скажу вам, как по всем правилам это надо делать. Идемте, будет интересно, полезно, красиво, как всегда. Начну прогулку свою с этого места. Мы поставили правую часть нашей будущей арки для плетистых роз, которые будут зонировать. Такая ты бордюр завалила. Бордюры у нас только, знаете, так направление задают. Пока дорожку мы основательно не делаем, я их так зафиксировала слегка. Вот именно. Тут вчера Вадим Петрович установил правую часть, а я залила, ведра еще стоят. Как мы это делаем? Я уже, кстати, и розу свою сюда закрепила. Веревка пеньковая у меня кончилась. Куплю, перевяжу. Вообще такой синтетической лучше не закреплять. Это роза Сабрина. Красивая, я бы даже сказала, свадебная. Вот такая она. Нарядная, праздничная. Планирую, что она высоту 2,5 метра возьмет. Залили бетоном. Вадим Петрович вчера насверлил буром. Вот такие ямы. Кстати, аналогичные ямы, только тут мы соткой сверлили. Тут и тут. И будет вот эта роза Батшеба. Я ее еще не обрезала. Тоже раскреплю. Будет она идти с наружной стороны арки такой же. А Сабрина с той стороны, с наружной. Кстати, когда закрепляете плетистые розы, старайтесь в разные стороны от опоры. То есть часть веток с той стороны, часть с этой не делать. Потом они становятся более такие плотные. И на осень вам придется с двух сторон укрытие делать. Я столкнулась на той арке позапрошлом году. Пришлось одну розу двумя укрывными укрывать. Две такие заворачивать. Два рулончика делать. Посмотрю, если удастся нам хорошо, на следующий год и для польки с этой стороны сделаем. Так вот, хотела сказать, что устанавливаем мы опоры ранней весной всегда до того момента, пока вот такие вот почки не пошли в рост. Иначе они свое направление уже возьмут, и вы их просто поломаете. Так что, если планируете делать какие-то опоры, арки, делайте это именно сейчас. Поторопитесь. Так, по профилям я вам не буду говорить. Сказала, не сказала. Точно такие же ямы мы рыли вот для этого круга. С этой стороны, не смотрите, я еще розы не обрезала. Только буром 200. То есть они были большие. На глубину примерно 80 сантиметров. Глубокая. Потом я туда засыпала конскую подстилку, конский перегной. Там у меня было перепревшее чернозем,
торф, золу, мешала. И вся вот эта клумба была посажена аналогичным способом. Хочу сказать, что зиму все розы, все я проверила, пережили отлично. Ни одна не потемнела, не почернела. Обрезаны еще не все, но я вижу, что просто приотлично все прошли зиму. Что не скажешь о тех розах, которые были укрыты или одиночно, или по 2, по 3. Думаю, тут красиво арка будет это смотреться. Так, пока не забыла, расскажу мульчирование на картон. Адель, ты? Идем покажем. Смотрите, это мне Вадим Петрович подробил как раз те веточки, в такую в мульчу еловую, пихтовую. Я, кстати, пихту вот там присела, показываю вам. Обрезала низ, нижний ярус. У нас там розетка, видите, стоит. И мешала, туда доступ мешал. А еще там сильно зарастала травой. И я боялась летом, что там какие-то дикие животные могут поселиться. А сейчас мне прям нравится. Красивенько так. Единственное, сегодня собаки там кого-то усмотрели. Мы подошли, и я вижу, что в кроне достаточно она уже густая, такая большая. Поселились птички. У нас там будет гнездо. Высоту мы померили достаточно, такое высокое, что собаки не разрушат гнездо. Потому что в прошлом году у нас, к сожалению, одно гнездо они достали. И печальная была история, в общем. Так вот, про мульчирование. Смотрите, просто на землю ложится картон. Если у вас тоненький вот такой картон, надо ложить в 2-3 слоя, вот так в шахматном порядке. И сверху толстым слоем. Смотрите, какая толщина у меня вот этого хвойного опада. Сантиметров 5-7 хвойной стружки толстеньким таким слоем. Он перегниет. И получится аналогично. Вот тут мне не хватило, и я уже из леса точно такой же принесла, только лесной. Вот тут у меня 2 слоя или 3 картона вместе с шишками, вместе с какими-то листиками. Это желтый розарий. Мы с вами будем любоваться. Кардинально он обрезан у меня. Розы тут я уже тоже раскрепила, подвязала все. Все замульчировано, сделано. Вот эту работу я провела позавчера. С этой стороны, чем мы занимаемся, мы довезли бордюров. И я буду выставлять, один так примерила, уже будет в эту сторону. Тут у нас доски были, они погнили, это временная мера была. И планирую в этом году эту дорожку на агроволокно, на агротекстиль, вот такой вот, геотекстиль, лучше войлочный, и камнями засыпем, довезем щебня. А с этой стороны у меня кусочек прессованный. Так вот, прессованный хуже. Вот я вам сразу и сравниваю. Он тоже не пропускает траву, но мне вот этот он более мягкий и такой. Досыпем тут, досыпем щебня, выровняем, и будет готово тогда под укладку плитки. Только отсев надо будет и плитку. Подровнять, если где покосились бордюры, потому что бордюры я сама там выставляла, уже рабочие придут, поправят. Чем я еще занимаюсь? Стала поднимать плетистые розы с этой стороны. Эти клумбы и розы еще не обрезала. Перезимовали более-менее хорошо почти все. Единственное, 2 розы. 2 розы у меня очень плохо перезимовала. Это Шанталь Мерье. Зеленые есть побеги, но их мало. Придется вот это все вырезать и мульчировать торфом очень высоко. Вот, кстати, спрашивали, потом этот торф убирать, не убирать. Ни в коем случае не убирать. Из спящих почек пойдут
росточки наши новые, базальные. Ну, вот это, кстати, Тьерри Маркс, который возле дома. Отлично он вышел. У него просто темные побеги сами. Кстати, у роз есть зеленые побеги, а есть прямо темно-бордовые такие. Так что вы не пугайтесь. Это сейчас я вам покажу. Темно-темно-бордовый. Ну вот, допустим, вот это Христофор Колумб. Смотрите. А это Бельведер. Разница, да, в побегах, в цвете. И Наранга. Плетистая. Обзор я совсем недавно делала. Красивенная роза. Смотрите, какая она колючая. Вот. Но у нее уже тоже пошли. Тоже подвязано, загоризонтально. Темные побеги, видите? Так, ну пока про розы я вам рассказывала, давайте я вам сразу покажу, какие вопросы были по моей обрезке. Ну, во-первых, ровно обрезать или со скосом. Честно говоря, я режу по-разному. Вот это обрезано, вот видно, со скосом, чтобы капельки стекали. Другие более ровно. Вот это более ровно. По-разному. И хочу сказать, что особой разницы я не заметила, как обрезать. Побеги чувствуют себя совершенно нормально. Я на этом, ну, скажем так, не заморачиваюсь. Немножко наклоняю секатор и вырезаю. Следующий вопрос был ко мне, что почему же вы обрезаете розы на внутреннюю почку. Что это такое? Кто не понимает, не знает, у плодовых деревьев это правило соблюдать 100% надо. Если мы формируем чашу, у роз это правило, ну, как бы имеет значение, если у вас отдельно растущий куст или какая-то композиция, где каждая роза сама по себе. Вот эта почка, вот она не должна расти в середину куста. Это же будущая потенциальная ветка. Почему же у меня она растет? Надо обрезать вот так. Веточки будущие растут только наружу. Так, вот пропустила. Так почему же я обрезаю в ту сторону? Я не хочу, чтобы у меня роза с розой переплетались ветками. Моя задача этой клумбы вывести их на одну высоту. И розы, чтобы просто держались друг за друга ветвями. Если они перепутаются, то есть если вот этот побег я бы обрезал, ну, в эту сторону еще нормально будет, туда пойдет, видите, побег, а в эту как бы неправильно. Но для меня значения это не имеет, потому что осенью я опять обрежу вот так же коротко, и вот эти побеги вырежутся. У дерева же или у отдельно стоящих больших кустов вы создаете чашу. И эту чашу постепенно раскрываете по мере роста нашей розы. И все ветви должны смотреть строго наружу. То есть этого правила придерживаться надо. А если я буду срезать опять это все коротко на 20 сантиметров, в принципе, для меня это не принципиально. Вот поэтому я не делала акцент на почку. Думаю, вы поняли. Если отдельные кусты, всегда ориентируйтесь, чтобы верхняя почка смотрела наружу. Такое нехитрое правило, которое на розах я не использую. И на этих розах я их, кстати, не подстригла. Ничего еще с ними не сделала, только они замульчированы. Ни на других. По тюльпанам. Те тюльпаны, которые у меня взошли в декабре, в январе, помните, тепло было, я их просто или пообрезаю, или замульчирую. А те, которые глубже были и взошли, те покажут нам свою красоту. А те, которые подсушились, вот на этой клумбе у меня их больше. Подсохших таких, которые вот так подсохли. Что с ними делать?
ничего, можно просто оставить, можно, если есть время, подрезать. Вот тут даже один какой-то малюсенький цветок уже. Неправильно. Правильно вот такие тюльпаны. Вот они всходят у нас и покажут нам цветение. Тюльпаны перебила нам очень теплая погода в январе. И посмотрим, как будут цвести. Что следующее я вам хотела рассказать про рододендроны. К сожалению, рододендроны у меня перезимовали хорошо. Также не все. Сейчас покажу. Буквально час назад высадила вот в эту композицию, где Германия, Розовым элеганс, немножко вперед. Небольшой рододендрон, компактный, он около метра, галденета, по-моему. Это те, что зимовали. Вот такой он будет. Да. Цветения в этом году, как я вижу, не будет. Или, может быть, они у него вот такие маленькие, эти цветочные почки. Не знаю, из-за того, что рододендрон маленький. Посмотрим. Но мне кажется, цвести он не будет. Сравните вот эти почки у Германии. Их, кстати, очень много. Или вот у Розовым элеганс. И вот эти. Выкопала тут 2 хосты огромные, пересадила. Так вот, хочу сказать, что за зимовку с этой стороны, вот эта клумба, тут хосты у меня, рододендроны, открыт был низ сантиметров на 20, а каркас стоял, только закрывал, чтобы не поломались наши ветки, ветви. Перенесли зиму отлично, но это самые такие старенькие мои рододендроны. Все с ними хорошо. Будем эту елку с Вадимом Петровичем выравнивать. А сейчас покажу те рододендроны, которые перезимовали. Один там вообще проблемный. Да, Адель? Идем покажем. Тут высадила уже, это в январе было, розы в горшки. Получила в январе Джульетта Остина. Посмотрю, как цвести, как нарастать будет, какой куст будет. Если мне понравится, найду ему место в саду какое-нибудь парадное. Так вот, про рододендроны. Идемте сюда. Сад так позеленел буквально за несколько прямо теплых часов. Крокусы уже. Крокусы, наверное, всех радуют. Меня единственное не порадовали, а вон еще у меня вон те ботанические мои. Это большие, которые мыши съели. То было расстройство, конечно. Так, тут у меня прикрыто. Еще спрашивали, что это у вас укрыто. Это крупнолистные гортензии. А ну-ка мы даже и посмотрим, как там они. Надо один слой уже снять. Как там они перезимовали. Вот смотрите, зимовка. Нижние почки все хорошие, а верхние выпрели. Ну вот так обрежем их, но открывать я их пока не буду. Это, кстати, мои череночки. Эти палочки. Вот так эти. А тут вон почка есть. А те будут цвести. Это ремонтантная гортензия. Закрою не сильно, с доступом воздуха. Мешковину уберу сейчас. Так, вот. Это я тоже сегодня посадила, по-моему, Аркадиус. Да, Аркадиус цвести будет. Кто помнит, на этом месте пенисету мы росли у меня с той и с той стороны. А вот, кстати, я мешок положила с кислым торфом. Хотела вам заснять его посадку. Наверное, сделаю это. Последний остался у меня рододендрон, который надо высадить. Покажу вам, что я буду в посадочную яму сыпать. Так, эти рододендроны отлично все.
Вот такие вот немножко коричневые. Это не болезнь, это все-таки подморозился, наверное. Но, в общем, вы видите состояние куста и его размер. Это я именно их укрывала от солнца, потому что посадила летом. Летом не сажайте. Рододендроны, они же вообще тень любят. А я их в июне высадила, жара такая была. Вот этот, опять же, Pushy Purple. Видимо, у него зона зимостойкости ниже, потому что были стволы внизу открыты, а тут такое же укрытие на дугах. И самые верхние, видите, я хотела сразу обрезать, потом думаю, посмотрю, как, что. А те, что ниже, отлично. Те, что в сторону Минджулепа, тоже отлично перезимовали. Ну, частично подморозилось. Если, увы, столкнулись с такой же ситуацией, что делать? Ничего, подождите. Вы увидите, какие листики совсем засушились. Они или сами обкрошатся, опадают, или обрежете, чтобы приглядность кустику придать. Я хотела убирать Минджулепы отсюда. А теперь думаю, они какую хорошую роль играют. Порывы ветра закрывают. Буду их формировать такими, опять же, пирамидами высокими. А сзади вон у меня высажены это полярные медведи. И тоже будут высокие на двойном штамбе тут и там, чтобы выше Минджулепов они были со временем. Ну, в общем, тут ничего страшного нету. Сейчас ничего мы с ними не делаем. Ну, я поливала только, пролила их все. Только потеплеет стабильно, ну, хотя бы постоянно днем и ночью будет, ну, среднестатистическая, среднесуточная температура плюс 10 градусов. Потому что растение работает корнями только когда и днем, и ночью плюсы положительные. Надо антистрессом каким-то пролить все растения. Ну вот этот, конечно, особенно мне. Я не удивлюсь, если он то цвести будет. Листья только пригорели. Но могли и почки пострадать, конечно. А вот вам пример того, что в прошлом году цвел, а в этом году мало-мало цветочных почек. Видите, где-нигде штук 5 цветочков будет. И у меня аналогично рододендрон Silver Lady. Вот магнолия какая вся. Вся на старте. На старте. Там магнолия Суланжа. Белые, чуть-чуть с розовинкой, а потом чисто белые цветы. Вот этот Silver Lady. У него оборот листика. Смотрите, какой красивый. Как бархатная бумага. Красивый. Но у него, опять же, мало как бутончиков. Тоже отлично перезимовал. Видимо, от сорта зависит. Так, что я вам еще хотела рассказать? Хотела сказать, что у хвойных, у которых шишки раскрылись. Из них сейчас сыпятся семена. Ах, вот. Ну, надеюсь, мне акракон тут не нарастет. Не нарастет. Значит, что сейчас можно в саду делать? Ну, кто розы обрезать, розы, у кого роз мало. Стригите хвойные. Самое время. Жары нету, тепленько, дождей нету. Вот это кипарисовик, по-моему, Тедди Бир, не ошибаюсь. Я у него пристригла, когда-то был вопрос, растет одной палкой, одной веткой, чтобы он был кругленький. Пристригите вот эти края веточек сантиметров, ну, чтобы он не вот так вот был, а пристричь это, и будет более таким куститься кружочком. Так, стригем мы хвойные. Кто любит топиарные стрижки, делаем топиарные стрижки. Пересадки, пока не пошли
листики. Но это буквально, я вам скажу, дней 5. И все, и пойдут листья. Самая лучшая сейчас погода и пора. Занимаемся мы любимой работой в саду. Я, кстати, ходила, смотрела пионы свои. Смотрите, давно посаженный осенью пион. Какой, не помню, зацветет, скажу. Не подписала, ни бирок не поставила. Ничего. Вадим Петрович мне утром сегодня качелю сделал. Вон тут качается такая. Смотрю на нее, боялась садиться. Думаю, выдержит меня, не выдержит. Какая-то такая хлипенькая. Но уже каталась. Все хорошо. Но единственное, думаю, она будет мне стимулом. Все-таки килограмм хотя бы 5 надо уменьшить вес мой. Чтобы я так без страха в нее садилась. Ну, это такие женские всякие штучки. Ну, я побежала своими делами заниматься. Думаю, прогулка вам понравилась. Когда доберусь я до этой клумбы подстричь. Вот эти розы, наверное, прямо сейчас сделаю. Теперь у меня больше повода сесть, покачаться в качели, посмотреть на сад, полюбоваться в ожидании, в предвкушении красоты весенней. Ну все, всего хорошего. Мия, что ты замерла? Иди сюда. Газон доскарифицировать маленькие вот эти сделала, а большой только половину. Потому что снег тогда выпал, холодно было. Все, всего хорошего. Встретимся через несколько дней. Покажу, как сажаю рододендрон. Всего хорошего.